Привет, друзья! Меня зовут Вероника Киценко, и хоть обычно я вам рассказываю про города Европы, в этот раз я решила рассказать вам про что-то новенькое, а именно как мы сплавляемся по рекам Республики Коми, страна Россия. Наше путешествие началось с подготовки, а именно упаковки продуктов, одежды и снаряжения, и погрузки всего этого в лодки, которые мы надули на берегу реки. И вот мы начали наше путешествие. В нашей команде было 7 человек, и вот эта очаровательная собачка Ника. И уже с первых минут нашего сплава передо мной открывались красоты нашей природы. И чем дальше мы сплавлялись, тем более красивые виды я наблюдала. Так что советую вам оставаться со мной до конца этого видео, чтобы лично в этом убедиться. Вот эти сапоги называются бродни. Они специально созданы, чтобы ходить по воде, точнее в воде. Чтобы добраться до лодки, иногда приходится погружаться в воду. И вот они такие высоченные, чтобы не намочить свои сапожки и ножки. И смотрите, они же могут сползать, и вода может туда все равно набираться. Для этого здесь сделаны вот такие веревки. И мы, значит, как на женских чулках с ремешком привязываем веревочки сюда, ремешки, и бродни у нас не спадают. Получается вот такая вот красота. Я сменила свои здоровенные сапоги, которые называются бродни, на маленькие очаровательные сапожки, которые называются чуньки. Потому что мы остановились для первой ночевки в месте, где все обустроено для прекрасной ночи на природе. Здесь есть дом большой, с кучей кровать для каждого из нас, беседка, место для костра. Здесь даже есть баня. Вот эта небольшая, это баня. Здесь есть часовенька, вот она. Как это? Белоснежка и 7 гномов. Вот смотрите, кровати все просто деревянные, пустые. И каждый привозит с собой матрасы, подушки, там надувные, или пенки, или спальники. Также мы приехали, для каждого человека взяли спальник, подушку. Все вот это мы расстелим сегодня, и каждый будет спать на отдельной кровати. Так же, как на каждой станции, здесь есть гостевая книга, где люди, путешествующие здесь, пишут свои впечатления, приветствия другим путешественникам и так далее. Ну и разные брошюрки. Меня заинтересовала брошюрка «Подчерем», которая написана вся на английском языке. Русского языка здесь нет вообще. То есть, я так понимаю, самые заядлые туристы здесь, самые частые путешественники на этом маршруте — англоговорящие люди. Ну, я, конечно, надеюсь на это. Было бы здорово. Это две реки впадают в одну. Река Большой Емель впадает в реку Почере. И прям здесь видно, как они соединяются. Вот они, самые настоящие северные белые ночи. Время начала 11 вечера, а небо даже и не думает темнеть.
Доброе утро! Это нам досталась вип-комната, так сказать, где я и родители спали. Опа! Вот такая большая деревянная штука. Мы постелили себе кроватки, сделали. Ну вот, поспали так. Вот как погода меняется. Вчера в шапках, в перчатках мерзли, а сегодня жара, лето. Вон я уже совсем разделась, потому что жарко. Сегодня 24 июня, лето в самом разгаре в Республике Коми. Красота! Чтобы вы понимали, где мы находимся. Это все наша огромная страна Россия. И вот здесь у нас Москва. Вот здесь Санкт-Петербург. И вот здесь у нас Уральские горы. Те самые горы, которые делят Европу от Азии. Вот Уральские горы. Они проходят по краю Республики Коми. Вот это вот Республика Коми. Мои родные края. Здесь находится город Вуктыл. Это мой родной город, в котором я родилась и выросла. И рядом с Вуктылом, вот эта фиолетовая зона, это национальный парк Юг-2. Самый большой национальный парк в России. И вот в нем находится очень много рек, по которым как раз-таки мы и путешествуем. Расскажу вам немного, как мы запаковываем все, чтобы погрузить в лодки. В общем, к примеру, есть вот такие большие бочки. В этой бочке у нас одежда. Специально, чтобы не промокла. Вот тут кольцо такое, крышка и там вот внутри вещи. Все запаковываем так, чтобы не промокло. Потому что вода вокруг, еще и дождь может пойти. Также по поводу еды. Вот у нас в бутылках все. Рис, пшено, макароны в 3 видах, гречка. Что это тут? Еще тоже рис, соль, здесь вот мука. Все в бутылках, потому что так компактнее, меньше места занимает, но и опять же, чтобы не промокло. Также у нас куча консервов. Там у нас и томаты, кукуруза, в общем, овощи разные, также паштеты и мясо, тушенка всякая разная. Ну и также, естественно, у нас мясо для шашлычка, овощи, там огурцы, помидоры, хлеб, сладости, печеньки. В общем, очень много еды на любой вкус, так что голодать мы точно не будем.
В этот раз у нас все не так по-царски, конечно. Но хоть спать можно вроде как. В общем, по такому сценарию происходит наше путешествие. Несколько часов мы сплавляемся по реке. Хорошо, что течение быстрое, и нам не приходится так сильно грести. Мы ближе к вечеру делаем остановку, где есть туристическая станция, то есть мы можем остаться там на ночлег, если есть баня, сходить в баню. Мы дружно готовим кушать, ужинаем и идем спать, отдыхаем. На утро также спокойно готовим завтрак, завтракаем и отправляемся в путь к следующей станции. Друзья, я в таком режиме только второй день, но мне уже безумно нравится. Здесь очень кайфово. Я другого слова не могу подобрать, потому что, правда, здесь очень здорово. Я сейчас в бане была, и после горячей баньки вышла на свежий воздух. Это так классно. Здесь такой вид красивый, закат отражается на скале, на лесе. Свежий воздух, природа, такая красота. Посмотрим, что со мной будет через парочку и тройку дней. Но на второй день мне уже очень нравится. Это уже наша третья по счету остановка. Здесь также есть домик для всех нас, чтобы переночевать. И также есть небольшая баня. Вот она, настоящая русская банька. Сейчас пойдем на эту гору, на самый верх, где еще снег лежит. Вкусно? Угу. Дальше еще вкуснее будет. Нелегкий это труд, друзья мои, идти в гору. Тут вроде как 5 километров вверх. Сейчас полегче, ветер дует, а там в лесах тяжко. Тяжко, потому что очень жарко и очень много комаров.
вот, после нескольких часов восхождения мы забрались на самый верх горы Тимаиз. Вот, по этой реке мы сплавляемся. Аж оттуда мы дошли сюда, до вершины горы. Сижу на берегу, смотрю на эту гору, и поверить сложно, что мы туда пешком дошли. Туда и обратно, что были на самом верху. Также от этой остановки, от которой мы поднимались в гору, можно дойти до этой небольшой скалы. С нее открывается красивый вид на реку, на ту самую реку, по которой мы сплавляемся. Красота!
Вот и завершается наш маршрут. Мы начали еще где-то отсюда, за картой. Проплыли все станции. Тут даже есть шайтан. И сейчас мы на Орловке. Это наша последняя ночевка. Завтра мы заканчиваем наш маршрут. Вот и настал 7-й финальный день нашего сплава по национальному парку Йога-2, а я до сих пор такая же довольная. А как может быть иначе, когда нам так с погодой повезло и здесь так красиво и природно. Если вам понравилось это видео, ставьте под ним лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше интересных видео о моих путешествиях. И большое спасибо за просмотр. Скоро увидимся!